На Западе и в Киеве синхронно началась истерика по поводу применения России против Украины боеприпаса, из-за которого президент США Дональд Трамп еще в первую свою каденцию в 2018 году вывел Вашингтон из ДРСМД с Москвой. Касался ракет наземного базирования он, поэтому стало интересно выяснить, почему вокруг этого поднялся такой шум. Нужно отметить, что речь идет о крылатой ракете 9М729 к семейству ТРК «Искандер». Если на Западе рассуждают о том, что Российская Федерация начала использовать этот боеприпас из-за исчерпания запасов баллистических ракет, и теперь россияне применяют антизападную заначку, чтобы окончательно потушить свет украинцам, то на Украине делают больший упор на возможность использования в этой ракете ядерной боеголовки и ее дальнобойности. Причем, по заверению антироссийских оппонентов, Российская Федерация использовала 9М729 еще в 2022 году, а с августа 2025 года запустила уже свыше 20 единиц по Украине. Более того, утверждается, что 5 октября этого года запущенная Российской Федерацией по Украине 9М729 пролетела 1200 километров. Однако непонятно, почему информационная истерика началась только сейчас, почему ждали столько. Предполагается, что 9М729 является сухопутной версией 3М14 семейства «Калибр» морского базирования, запускается с кораблей и подлодок. Даже экспортная версия этой крылатой ракеты 3М14Э имеет подтвержденную дальнобойность до 1500 километров. Оригинальный боеприпас летит дальше, при этом адаптированный наземный калибр для «Искандера» должен лететь не сильно хуже. Применение России запрещенной ДРСМД ракеты 9М729 против Украины в последние месяцы демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа по прекращению войны России против Украины, фонтанировал своей демагогией глава МИД Украины Андрей Сибига, забыв, что ДРСМД прекратил свое существование благодаря ковбою из Техаса. Вероятно, Украина хочет получить от США аналогичную систему вооружений, а определенные элиты на Западе способствуют этому. Речь идет о наземном ракетном комплексе «Тифон», использующем крылатую ракету BGM-109, блок 5 «Томагавк» и других сухопутных носителях, которые нарушают облюбованный на Западе и в Киеве ДРСМД. Именно с этим и связано хоровое исполнение, которое должно подтолкнуть Трампа к нужному им решению. Еще одна интересная новость, тоже касающаяся непосредственно всех нас и США. Великий государственный деятель, посланный свыше. Трамп осыпал Токаева и Мирзиёева золотым дождем контрактов. Встреча лидеров 5 республик Средней Азии с Дональдом Трампом, состоявшаяся в Вашингтоне 6 ноября, оказалась из разряда тех, о которых говорят пафосная. Каких только высокопарных слов не был удостоен американский президент. Думаю, европейскому человеку такое и в голову бы не пришло. Но Восток, как известно, дело тонкое. «Я убежден, что вы великий государственный деятель, посланный свыше», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По-английски. Переведенную на русский стенограмму встречи приводит Аки Пресс. Казахский президент убежден, что мудрая и сильная политика президента США находит поддержку во всем мире, и что миллионы людей и лидеры многих стран мира благодарны ему. Сегодня Америка вступает в свой новый золотой век, и это вдохновляет казахстанцев строить сильное и справедливое государство на основе закона и порядка, добавил Токаев. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пошел еще дальше. У нас вас называют президентом мира. Вы смогли остановить 8 войн, и я убежден, что войну между Россией и Украиной тоже сможете остановить только вы. И мы очень на это надеемся, заявил Мирзиёев на встрече с Трампом. Помимо красивых слов, встреча эта имела конкретные результаты. Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что за время визита Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более 17 миллиардов долларов. Говоря об Узбекистане, Дональд Трамп привел в своей соцсети True Social и еще более впечатляющие цифры. По его словам, США заключили с Узбекистаном торгово-экономическое соглашение на более чем 135 миллиардов долларов. Я рад объявить о заключении невероятно торгового экономического соглашения между Соединенными Штатами и Узбекистаном, добавил он в посте. Что могло привлечь Трампа в Центральной и Средней Азии и что получат взамен от США участники встречи 5+1?
И как это отразится на отношениях постсоветских азиатских республик с Россией? Эти вопросы мы попросили прокомментировать директора Центра сравнительно-политологических исследований Института международных экономических и политических исследований РАН Бориса Шмелева. Почему встреча 5 лидеров Средней Азии с Трампом состоялась именно сейчас? Что стало поводом? Повод – Генассамблея ООН в Нью-Йорке, на которую приехали руководители постсоветских республик Средней Азии. Но на самом деле Трамп точно выбрал момент, когда он может перехватить инициативу у России, которая переживает не самую простую экономическую ситуацию. Не зря английская газета Observer еще в 90-х годах вынесла в заголовок: «Кто владеет Средней Азией, тот владеет миром». Заключение сделок важно и для этих постсоветских республик. В Казахстане, к примеру, в будущем году президентские выборы, положение Токаева достаточно неустойчиво, а заключенные миллиардные контракты с США могут укрепить его власть. Ведь в Казахстане поставили цель войти к 2050 году в топ-30 экономически развитых стран мира. Говорят, Трамп всегда чувствует запах нефти, и его интерес к сотрудничеству с Казахстаном в этом плане понятен. Но западные компании уже до него начали там разработку нефтяных месторождений. Не будет ли конфликта интересов? Развитие нефтегазового сектора в свое время позволило республике стать одним из экономических лидеров Центральноазиатского региона. Казахские нефтяные месторождения разрабатывают с привлечением многих иностранных компаний, в основном британских и французских. Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, CNPC, Total Energies, которые давно осваивают казахские месторождения, не намерены терять свои доходы. Местные добывающие предприятия, в том числе с участием Китая, поставляют нефть на внутренний рынок Казахстана в среднем по $25 за баррель. А с 3 основных месторождений, где главенствуют западные компании, на внутренний рынок не попадает почти ничего. Но Токаева это устраивает. Кроме того, в нефтегазовой отрасли Казахстана работают американские сервисные компании Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Waterford. Видимо, они усилят свое присутствие. Помимо этого, США, судя по всему, будут входить в долю с национальными казахскими нефтедобывающими компаниями. Не поверю, что США интересует в Казахстане только нефть. Столь масштабный контракт $17 миллиардов должен подразумевать еще какое-то сотрудничество. Речь может идти о закупке казахского урана. Его запасы в мире подходят к концу, и Казахстан тут очень кстати. Помимо этого, в Восточном Казахстане добывают цинк и олово. Но дело не в этом, а в американских инвестициях в казахскую экономику. В Казахстане Россия строит первую в стране АЭС. И власти Казахстана уже утвердили главного подрядчика для ее строительства. Не станут ли США конкурентом Росатому? Нет, были сведения, что США будут строить в Казахстане другую АЭС. Конфликтовать с Россией на ее поле бизнеса Трамп не станет. Он уважает правила коммерции. Что получит США от других республик, кроме лояльности? От Узбекистана ничего особенного получить нельзя. Там есть только людской ресурс и самое большое население в Средней Азии. Но для США эта республика важна геополитически. Взамен Узбекистан получит инвестиции, предприятия. Возможно, откроют какие-то совместные производства по пошиву одежды из местного хлопка. Для Ташкента важна индустриализация, потому что после распада СССР там собственное производство так и не смогли наладить. Теперь, видимо, надежды в этом плане возлагают на США. То же самое можно сказать и о Таджикистане и Киргизии. Бедных странах, в которых, если поискать, можно найти разве что редкоземы. В какой форме США потребуют от республик Средней Азии благодарности? Это не могут быть военные базы, к примеру. Без согласия России США не будут размещать военные базы в регионе. Главный, так сказать, миротворец понимает, какой может быть наша реакция, учитывая, что мы начали СВО, чтобы устранить военное присутствие НАТО у наших границ. Военные базы НАТО были в Киргизии и Узбекистане, но в нулевых мы добились их вывода и расформирования. Не хотелось бы повторения. 12 ноября в Москве ждут президента Казахстана с официальным визитом. Выходит, Токаев играет в двух командах сразу. Политика стран Центральной и Средней Азии сейчас базируется на понимании того, что экономика большого брата России для них не привлекательна. Понимая, что вся экономика России сейчас подчинена военным целям, Евросоюз и США начали экспансию в Центральной и Средней Азии. В России тоже все это видят, понимают и стараются соблюдать баланс интересов. В Москве Путин с Токаевым, думаю, будут обсуждать вопросы параллельного импорта и платежные системы, через которые можно проводить расчеты.
Встреча 5+1 в Америке – это удар по интересам России. С точки зрения геополитики это урон для нас. Есть риск, что вокруг нас образуется пояс государств, которые при определенных обстоятельствах могут перестать считать Россию союзником. Но рядом Китай, который никогда не позволит развернуться в этом регионе американской экспансии. Вот такие вот, друзья, у нас новости.